Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео с вами поделимся самой актуальной информацией на 22 декабря. Поговорим о том, что не стоит делать в этот день, лучше всего отложить для того, чтобы не привлекать несчастье, беды и проблемы в свою жизнь. Также поговорим о народном празднике, что нужно обязательно в этот день сделать. И, конечно же, как всегда, по традиции уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, для того, чтобы знать больше этой ценной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, у нас с вами сегодня, 22 декабря, народный праздник Анна Темная. И 22 декабря – это православный праздник, установленный в честь зачатия святой Анной Богородицы. Когда точно начали праздновать эту памятную дату, неизвестно, но вероятнее всего, что праздник имеет древнее происхождение, и писать о нем уже начали с 8 века. Другие названия этого праздника – Анна, зачатие святой Анны, Анна Зимняя или Темный день. Согласно церковному календарю, в этот день вспоминают святую Анну, мать Пресвятой Марии. В народе отмечали Анну Холодную или по-другому называли Анну Темную, поскольку сегодня был самый короткий световой день, который отличался сильными морозами. 22 декабря – это православный праздник, установленный в честь зачатия святой Анны Богородицы. Еще 22 декабря совершается празднование чудотворной иконе Божьей Матери «Нечаянная радость». И вы знаете, 22 декабря в народе еще считался временем зарождением нового солнца, молодого и еще не окрепшего. А чтобы оно поскорее набиралось сил, проводили специальный ритуал. Разводили костер из дубовых дров, а после угли поливали сладким компотом и посыпали хлебными крошками. После полученную массу подкладывали под корни деревьев, чтобы они тянулись к солнцу и быстрее росли. Святую Анну считали покровительницей беременных, поэтому весь сегодняшний день они находились под особым вниманием. Ведь женщина, носящая под сердцем ребенка, считалась очень опасной, так как у нее, по мнению наших предков, было в этот период две души. Поэтому беременным многое запрещалось. Им было нельзя выходить из дома после захода солнца, посещать места концентрации темных сил, а это мельницы и дом, который строится. Нельзя было беременным сидеть и на пороге, переступать через острые предметы, есть жирную пищу. В другие дни их освобождали от строгого поста, а также выполнять важную работу. Люди верили, что все действия будущей матери могли негативно отразиться на ребенке. Так, если она будет раздувать в печке огонь, то у ребенка может появиться на теле красная отметина. А если возьмется за шитье и нитки запутаются, плод может поповиной обвиться. Встретиться с калекой, у крохи будут увечья. В присутствии беременных 22 декабря не кричали, чтобы не испугать ребенка. Запрещалось давать и будущей матери сросшиеся или двойные плоды, иначе считалось, что у нее могут родиться близнецы. На Анну Темную без большой надобности из избы не выходили, поскольку хищные звери были сегодня очень активны. Они, собираясь в стаи, могли напасть на человека. 22 декабря не ссорились, не обижались и не грустили. Считалось, что с этого дня у людей уменьшаются силы, тем более, если их не накопилось достаточно, а значит, понапрасну их тратить не стоит на переживания и выяснение отношений.
День Анны Холодной у крестьян считается праздником пчеловодов. Поутру они должны были обязательно сказать магические слова на пчел, чтобы пчелки в следующем году много меда принесли. Рожденные 22 декабря обладали веселым нравом, чем и привлекали окружающих. Этим людям придется нелегко в жизни, на их пути будут возникать всевозможные трудности. Звезды возлагают на них обязанность искупить грехи прошлых жизней и ответить за ошибки своего рода. В качестве талисмана им подходит агат или малахит. И 22 декабря по народному календарю отмечали День Анны Зимней или Анны Темной, Холодной. И наши предки достаточно строго соблюдали все запрещающие приметы и запреты, напоминающие о том, что нельзя и что можно делать в этот день. Поскольку 22 декабря чтили память святой Анны, матери Пресвятой Марии, которую считали покровительницей беременных, то и многие запрещающие народные приметы этого дня относились исключительно к будущим мамам. Так, в день Анны Зимней беременным нельзя было есть жирные продукты, иначе по народным приметам ребенок будет очень крупным, что чревато тяжелыми родами. Также 22 декабря женщинам на сносях нельзя было встречаться с больными и калеками. По народной примете они могут передать свои болячки и уродство новорожденному. Также 22 декабря нельзя было стирать и убирать. И при этот запрет касался уже всех. Кто не прислушается к народной примете, весь последующий год проведет в тяжелом домашнем труде, которому не будет конца и края. Не рекомендовалось в день Анны Темной есть мед, так как сегодня он может вызвать сильную аллергию даже у тех, у кого ранее его не было. Особенно важно, что не только в чистом виде может навредить этот продукт, но и в качестве дополнения к блюдам, к чаям или лекарствам. Поэтому 22 декабря отказывались не только от чистого меда и от медовых пряников, но и от торта медовик и от леденцов с медом. В день Анны Зимней девушкам нельзя было ходить с распущенными волосами, иначе могла залететь нечисть и забрать девичье счастье, поэтому с самого утра волосы нужно было заплести в косу. Обладательницам коротких стрижек рекомендовалось воспользоваться заколками и ободками, а также средствами, фиксирующими волосы. 22 декабря супругам, которые еще не прожили вместе 7 лет, нельзя было приглашать вечером гостей. Этот день им нужно было провести только вдвоем, и тогда никто и ничто не сможет помешать их семейному счастью. Тех же, кто проигнорирует данный запрет, будут ждать ссоры, взаимные претензии и упреки, а также конфликты и разочарования со второй половинкой. Также 22 декабря запрещено было поднимать упавшие острые предметы – ножи, вилки, ножницы. Считается, что, коснувшись пола, они в этот день обретают негативную силу. Не стоит рисковать и со здоровьем. 22 декабря оно будет особенно уязвимым. По этой же причине не нужно выходить на улицу раздетым, употреблять в пищу незнакомые продукты и напитки. Не рекомендуется 22 декабря и совершать спонтанные покупки. Во-первых, вещи могут быстро выйти из строя, а во-вторых, вернуть потраченные деньги окажется очень трудно. Лучше не делать в этот день предложения руки и сердца, не завязывать новых знакомств, но и не рвать старые. Все изменения, совершенные в этот вторник, окажутся напрасными. Нельзя было 22 декабря долго стоять и на пороге. В противном случае вся оставшаяся неделя будет неудачной для вас. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 22 декабря 2021 года. По лунному календарю у нас сегодня с вами 18 и 19 лунный день. Убывающая, луна в знаке зодиака Лев. Обращаем ваше внимание, что все происходящее сегодня с вами и вокруг вас является в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния, вашей души. События, люди и мнения отражают сегодня вас самих.
Сегодняшний день благоприятен прежде всего тем, что предоставляет человеку шанс поработать над собой и исправить те же искажения, которые были до сей поры в его душе. Однако это же влечет за собой трудности этого дня. Придется приложить немало усилий, чтобы разобраться в себе и придать самой жестокой критике себя любимого. Если вы хотите отсидеться сегодня по-тихому где-нибудь в уголочке и ничего не предпринимать, ваша пассивность выйдет вам вскоре боком. Это чревато тем, что вы можете попасть под чье-то влияние и превратитесь в обычную марионетку. Вам будет казаться, что вас все уважают, что вы выше их всех. Но это окажется лишь самообманом и призрачной иллюзией. Когда придет время что-то решать, вас просто, к сожалению, не станут слушать. И вы знаете, в этот период у всех знаков зодиака появляется возможность раскрыть творческие способности и потенциал, а также обрести силу и свободу, славу, тепло, любовь, признание социумом. Такие дни благоприятны для хождения и по прогулкам в театры, посещения дворцов. В это время можно считать лучшим временем для отдыха и различных развлечений. А такое время также все дела пройдут успешно, так как Луна в этом знаке зодиака обеспечивает усиление организаторских способностей, хорошей работы мозга и жажду действий. Огромной силой в этот период обладает лесть, что позволяет пользоваться этим себе во благо. Когда Луна в знаке зодиака Лев, то открываются все возможности для проявления себя как личности, привлечения к себе внимания, и каждый сможет получить оценку окружающих позитивного типа, что создаст хорошее настроение. Обеспечить себя хорошим настроением на каждый день можно, поставив на мелодию, например, будильника свою запись со словами, что вы самый лучший, хороший и самый красивый на свете. Обращаем ваше внимание, что сдержанность и благоразумие сегодня – это оптимальное состояние, которое желательно поддерживать в этот день. Сохраняйте сегодня трезвость ума, объективно оценивайте себя и окружающих вам людей. Что же касательно стрижки волос, то определенно не стоит начинать ничего нового, а лучше сегодня постарайтесь расквитаться со старыми делами, а особенно с долгами. В этот день лучше держать деньги ближе к себе, иначе вы рискуете их потерять и не тратьте их на себя. Также сегодня постарайтесь отказаться от процедур и услуг парикмахера. Результаты все равно вас не обрадуют. Ваша карма не обрадуется потере даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку. Массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны. Можете сделать их просто так для собственного удовольствия. Проведите вечер в окружении друзей или семьи. Что же касательно окраски волос натуральными красителями, то это привлечет к вам удачу и увеличит шансы на успех. Сделайте прическу с челкой, которая привлечет энергию ветра. Все, что сегодня с вами произойдет, зеркальное отражение того, что случится в самом ближайшем будущем. И сегодняшний день, обращаем ваше внимание, требует рассудительности и здравомыслия, осторожности и осмотрительности. Этот день не подходит для работы с запахами, поэтому неблагоприятно вдыхать ароматы, выбирать духи, пользоваться духами и дезодорантами. Вот такой, друзья, у нас с вами день 22 декабря.